Первый взгляд на совершенно новый Toyota Hilux. Легенда. Перед нами дизельная версия, цвет сульфур, очень интересный оттенок. А еще посмотрим на BEV, полностью электрическую версию, в цвете Ash. Сравним обе модификации и разберемся, что нового у Toyota Hilux. Экстерьер, интерьер, под капотом и все технологии. С Томасом авточувством 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Спереди новый дизайн по мотивам Toyota Tacoma, по ощущениям. У версии с DVS открытая передняя решетка. И за счет цвета переходы здесь выглядят очень плавно. Горизонтальная планка и большая надпись Toyota спереди смотрится мощно. Обновленная световая подпись фар вот здесь. И нижняя часть тоже выглядит очень брутально. Угол въезда у дизеля и у электромобиля, кстати, одинаковый. И глубина брода тоже одинаковая, 70 сантиметров. Это серьезно. А вот с дорожным просветом уже есть разница. У дизеля 31 сантиметр, у электромобиля он на 10 сантиметров меньше. Так что если клиренс для вас в приоритете, тогда логичнее оставаться с дизелем. Здесь установлены 18-дюймовые колеса, у электромобиля позже появятся 17-дюймовые. Длина 5 метров, 32 сантиметра. Лестничная рама сохраняется, и в 9-м поколении это не изменилось. Перед нами версия с двойной кабиной. Именно она основная для европейского рынка. Но, конечно, в зависимости от рынка доступны и другие варианты. Например, версия с одинарной кабиной и более длинной грузовой платформой. Сзади дизайн тоже обновили, новые задние фонари и снова очень мощно. Посмотрите, какого размера здесь надпись Toyota. Выглядит внушительно, правда? Здесь есть подножка, можно встать вот так. Здесь добавили вот этот элемент. Теперь не нужно вставать прямо на колесо. Можно подойти сюда сбоку, что-то сделать на грузовой платформе или загрузить и выгрузить вещи. Это, кстати, всегда приятно, потому что если вставать на колесо, особенно если оно мокрое, можно легко соскользнуть. Тяговая нагрузка у дизеля здесь по-прежнему 3,5 тонны. Грузоподъемность 1 тонна. Но гидравлический упор есть не у всех версий. Даже у этой комплектации она уже довольно продвинутая, его здесь нет. Поэтому борт ощущается тяжелым. Грузоподъемность у дизеля 1 тонна, у электромобиля будет 750 килограммов. И именно поэтому я снова достаю свою линейку. Длина грузовой платформы у версии с двойной кабиной 1 метр 50 сантиметров. Вот до этого места. А ширина в самом широком месте примерно столько же, около 1 метра 50 сантиметров. Так что да, это на самом деле очень неплохо. А еще важно расстояние между колесными арками. Здесь это примерно, нет, давайте так, около метра. Точнее, примерно 1 метр 5 сантиметров. Использовать можно вполне комфортно, вполне. Конечно, доступны и разные варианты исполнения грузовой платформы, но эта версия в любом случае выглядит очень брутально. И здесь есть дополнительные проушины. Ими можно зафиксировать груз сзади, это всегда полезно иметь. Полный привод, как и ожидаешь от Hilux, и в целом он действительно хорошо приспособлен для бездорожья. Давайте заглянем под капот, вот сюда. Кстати, мы сейчас на брюссельском автосалоне. И да, многие уже задавались вопросом, почему я все время хожу с этой палкой, с моей знаменитой линейкой. Причина простая. Я хотел замерить грузовую платформу Hilux в фирменном стиле нашего канала. Вообще, брюссельский автосалон за последние годы стал заметно больше. И сейчас его используют уже многие производители. Так, давайте попробуем открыть. Интересно, что здесь приходится. Не уверен, что это хорошая идея, потому что можно... Или, может быть, лучше держаться вот здесь, когда открываешь капот. Под капотом здесь много демпфирования, посмотрите. И в целом шумоизоляции у нового Hilux стало больше. В этом поколении, по словам Toyota, они доработали шумоизоляцию целиком. Здесь установлен 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель, и теперь к нему добавили 48-вольтовую систему MHEV, то есть есть стандартная 12-вольтовая батарея и дополнительно 48-вольтовая. Этот мягкий гибрид, по идее, должен повысить эффективность и экономичность, но как это работает на практике, посмотрим уже за рулем. Разгон до 100 км в час 10,7 секунды. Электромобиль, кстати, быстрее. Там показатель чуть меньше 10 секунд. И тоже с полноприводом спереди и сзади. Но большинство, конечно, все равно выберет турбодизель.
потому что его берут и для буксировки, и для строительных задач, и для более тяжелой работы в целом. Так что чаще всего покупать будут именно эту версию, которую вы сейчас видите. Вот так. И что еще доработали? Они поработали над настройками подвески, потому что клиенты жаловались, когда машина едет без нагрузки, она ощущается не так хорошо, как с грузом. И именно это сейчас постарались исправить, чтобы без нагрузки Hilux тоже ехал комфортней. А теперь двери. На самом деле хороший звук закрывания. И сзади тоже. Мне нравится. Здесь контрастные крышки зеркал. Этот цвет, по-моему, очень выразительный, правда? Давайте заглянем внутрь двери. Посмотрите. В верхней части все мягкое, и в этой более продвинутой комплектации мягкое здесь, в зоне локтей. Классические кнопки стеклоподъемников, а дальше интересное решение. Скрытые подстаканники вот здесь, слева. Новый кокпит, новый руль, и при этом настоящие физические кнопки. Дизайн очень брутальный, определенно. Весь интерьер в черном цвете, и сиденье тоже. В верхней части перфорация, комфорт проверим чуть позже. Добро пожаловать в кокпит нового Hilux. Здесь два экрана по 12,3 дюйма. Приборная панель и вот этот новый широкоформатный дисплей. Что еще доработали? Теперь здесь электроусилитель руля. Рулить стало проще по ощущениям. Электрический стояночный тормоз, вот он. Ручного тормоза больше нет. Любители бездорожья могут поворчать. Но при этом есть функция автоматического удержания. Когда останавливаешься на подъеме, машина не откатывается назад. Так что в целом это не должно стать проблемой. Давайте посмотрим на кокпит подробнее. Верхняя часть здесь довольно жесткая, а вот ниже аккуратные ниши. Здесь сверху дополнительный бардачок, чуть ниже еще подстаканники и основной бардачок в нижней части. Он, кстати, тоже с демпфированием, опускается плавно, и при этом здесь остаются физические органы управления. Например, для климата скорость вентилятора все регулируется вручную, так что управлять удобно и во время движения. На экране есть отдельные кнопки плюс и минус для громкости, это тоже удобно. Ну и конечно можно подключить смартфон. Apple CarPlay, Android Auto. В остальном мультимедийная система довольно простая. Но в этой версии доступна и встроенная навигация, если вам это нужно. Очень брутальный массивный селектор автоматической коробки. По-прежнему 6-ступенчатый автомат. Ниже блок режима движения для обычной дороги, а прямо над ним разъемы USB-C. В обычных дорожных режимах на экране отображаются новые 12,3-дюймовые цифровые приборы. Вот так это выглядит при переключении режимов движения. А рядом в нижней части отдельный блок для внедорожных режимов. Здесь полный привод, дальше режим с приводом только на заднюю ось и 4L, понижающие передачи для бездорожья. Конечно, есть и блокировка заднего дифференциала. Система помощи при спуске и автоматический старт-стоп двигателя. Здесь же отключение ESC, то есть все под полным контролем. И, кстати, отдельная кнопка подогрева руля тоже здесь. В итоге все легко нащупывается и управлять удобно. Что еще нового? Доработали систему помощи водителю. Например, теперь доступен мониторинг слепых зон. Предупреждение появляется прямо в зеркале. Для обычной дороги это, конечно, очень полезно. А на бездорожье всегда есть за что держаться. Вот здесь и вот здесь, со всех сторон. Всего здесь 6 внутренних ручек. Лия бы это точно оценила. Здесь по центру подстаканники. Их, кстати, можно убрать, если они не нужны. Подогрев сидений вот этими кнопками. Да, это приятно. Здесь же переключатели, и у них есть четкий, понятный отклик. Зона под локоть тоже мягкая. Если поднять этот элемент, под ним появляется дополнительное пространство и розетка на 12 вольт. А вот этот элемент наоборот просто откидывается вниз. В целом это уже новый кокпит. Но при этом, давайте честно, машина не дешевая. А качество отделки салона нельзя назвать премиальным. И в этом, в общем-то, вся Toyota. Надежность у них всегда на высоте, а вот интерьер, ну скажем так, где-то хорошо, а где-то видно, что это не премиум. Вот это я и хотел сказать. По запасу места над головой. При росте 1,89 м запас все еще есть. Потолок здесь светлый, за счет этого в салоне довольно просторно. Вот здесь материал тоже мягкий, солнцезащитный козырек, но зеркала в нем нет. Он хорошо закрывает от солнца, но выдвигаться дальше не может. Давайте посмотрим на пассажирской стороне. Здесь зеркало есть, правда подсветки у него нет. Давайте теперь посмотрим назад.
Это моя посадка за рулем. Кстати, руль здесь регулируется и по вылету, и по высоте. Настроить его можно очень точно. И по ощущениям это сделано действительно приятно. Так что давайте пересядем. Да, думаю, ездил бы я, скорее всего, вот так. Переходим назад, в двойную кабину. Кстати, батарея 48-вольтовой системы это вот здесь. Брюссельский автосалон. Ага, вот она. Ладно, возвращаемся к машине. Так вот, сидеть здесь я все еще могу. В целом нормально. И по размеру я сюда как раз помещаюсь. И подождите-ка, это не 6 ручек в салоне. Их вообще-то 8. Вот здесь еще. 1, 2, 3, 4. По 4 с каждой стороны. Итого 8 внутренних ручек. Так что держаться можно буквально везде. Всем. Это, согласитесь, впечатляет. По пространству места достаточно. В этой богатой комплектации есть и подогрев задних сидений. По центру 2 разъема USB-C. Что еще? Крепление Isofix по краям с каждой стороны, посередине 5-е место. Этот элемент можно откинуть, здесь подстаканники, правда они не адаптивные. Кстати, вот этот отдельный элемент можно поднять вот так, и тогда под ним появляется место, туда можно что-то положить. Его также можно зафиксировать здесь, с помощью подголовника, он, кстати, остается поднятым. Хотя, на мой взгляд, это имело бы смысл только в том случае, если бы можно было поднять и вторую часть. Тогда можно было бы что-то протащить внутрь, вот так. Но здесь из-за 48-вольтовой батареи она размещена прямо под сиденьем, так что по ощущениям свободного пространства там уже не остается. Мы сейчас уточняем у Toyota, есть ли какие-то варианты или версии, где эту часть можно поднимать. А если у вас Hilux или, например, предыдущего поколения, напишите в комментариях, что можно сделать с задним диваном у вас. А теперь электрическая версия, здесь впереди уже закрытая решетка, но при этом все равно ощущается некоторая сегментация. Дизайн в целом сохранили, но он все-таки немного другой. Этот цвет называется Ash, вот он. Емкость батареи 59 киловатт-часов. Это немного. По циклу WLTP, а это, как всегда, идеальные условия и в основном городское спокойное движение, запас хода около 240 км. Это сразу означает, что для дальних поездок такой Hilux не предназначен. Скорее его видят в качестве рабочего инструмента. Например, для горнодобывающих компаний. Короткие маршруты, постоянная езда с нагрузкой, рабочие и спереди, и сзади. Для частного использования возможности будут довольно ограничены, потому что реальный запас хода на трассе будет заметно меньше 200 км. Ну, примерно так. Здесь установлены 17-дюймовые колеса, и на этих подножках это выглядит даже чуть более эффектно. Полный привод сохраняется, один электромотор спереди, один сзади. Суммарная мощность около 190 лошадиных сил. Разгон у электромобиля лучше, чем у версии с ДВС, и это на самом деле приятно. Грузоподъемность 750 кг, то есть немного меньше. А тяговая способность всего 1,6 тонны. И это уже главное ограничение. Меньше буксировка, меньше запас хода. Если использовать машину в ограниченном радиусе и буксировка не является ключевым фактором, тогда такой вариант может подойти. Но бестселлером все равно останется дизель. Кстати, вот эта версия с обычной металлической грузовой платформой можно увидеть прямо здесь. Так что напишите, подошла бы вам электрическая версия, или бы вы скорее выбрали пикап с действительно большим запасом хода. И тут, конечно, все снова начинают вспоминать про Rivian. К слову, у электрической версии базово будут тканевые сиденья. А дальше, как мы слышали, появится комбинация кожзама и натуральной кожи. При этом весь остальной кокпит у электромобиля и у дизеля одинаковый. Напишите, что вы думаете о новом Toyota Hilux. Кто-то, возможно, ожидал большие изменения по технике, там под грузовой платформой. Но при этом кокпит здесь полностью новый, и, как вы видели, появилось немало действительно полезных доработок. Лично мне уже очень интересно проехать на нем вживую. И это произойдет совсем скоро.